Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что доверяете, смотрите и реагируете на все происходящее. Аналитик Института будущего Илья Куса со мной прямо сейчас на связи. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, понятно, что мы поговорим о геополитике, о магистральных линиях, которые меняются вот в это время и действительно серьезных сдвигах в будущем. Но начнем, пожалуй, с шахидов, которые прилетели в Киев, ударили по центру Киева. Их было несколько, этих ударов, пострадали и жилые застройки. Люди их пытаются сбивать по собственной инициативе с собственного оружия. И, соответственно, есть уже множество и фото, и видеофиксации, как это сделать. Есть советы. Но они долетели, и долетели с юга. Мы же помним, как Зеленский на G7 говорил о том, что их 2400 есть у Российской Федерации. Потом Резников несколько успокоил, сказал, что количество значительно меньше, 300 где-то. И вот этот весь процесс сопровождается таким доблестным несогласием Ирана, что вообще они поставляются от слова «в принципе» и совсем. То есть мы видим, как шахиды меняют картину на поле боя. В какую сторону? Как вы относитесь и как анализируете этот этап войны? Смотрите, давайте, я не буду говорить о военных характеристиках, потому что я не военный эксперт, да, пусть профессионалы об этом скажут. Насколько я понимаю, общая картинка, которая нам доступна, я не вижу фундаментального изменения ситуации на фронте. Да? То есть сказать, что мы, например, из-за них начали проигрывать, сдали территорию или потеряли какую-то территорию, нет. Да, они облегчили, судя по всему, России задачу точечных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры. Потому что их применяют для того, вместе с ракетами, для того, чтобы бить по энергоинфраструктуре. Но в целом, не знаю, возможно, для этих целей их и покупали. То есть по поводу коммуникации официального Тегерана, и тоже, я думаю, тут надо объяснить этот момент. Как объяснить? Я попробую это сделать, потому что, честно говоря, для меня это один из вопросов, который не совсем понятен, почему они ушли в отказ и, в принципе, не меняли свои коммуникации. Я думаю, что это связано с особенностями в целом политической коммуникации иранских властей. Она всегда, чаще всего, я анализировал Иран и его внешнюю политику во многих других ситуациях, и чаще всего, наверное, это особенность властей, что они коммуницируют очень консервативно, так сказать, и немножко даже архаично. То есть этот отказ, то есть когда все уже видят, что да, они есть на фронте, когда русские об этом пишут, в общем-то, не особо скрываясь, а они говорят, нет, этого не было, это просто этот пример не самой эффективной, конечно, модели коммуникации, которая существует у Ирана. Я считаю, что это их хроническая проблема, то есть у них всегда были трудности с тем, как нормально коммуницировать те или иные темы. Это просто я пытаюсь объяснить зрителям, потому что я думаю, у многих этот вопрос есть. Да, диссонанс же действительно возникает. У всех уже есть доказательства этих беспилотников, а тут Иран говорит, что этого нет. То есть я просто пытаюсь объяснить, как это. Потому что это не первый раз, когда Иран уходит в отказ, несмотря на... я думаю, это такой особенность их риторики, их публичной риторики, которая, кстати, сыграла с ними злую шутку в истории с гибелью Махсы Амини, которая привела к протестам в Иране. Потому что там они точно так же вели себя, и в итоге это привело к социальному взрыву. Возможно, если бы они коммуницировали эту историю как-то лучше или активнее, потому что там сначала было молчание, потом глухой отказ, и только сейчас, спустя 3 недели протестов, уже как-то начинают что-то коммуницировать, и то я считаю, что не самым лучшим образом. Как я сказал, по поводу военной роли беспилотников для фронта, мне здесь, я не могу ничего компетентно сказать. Понятно. И в принципе мы же рассматриваем эти шахиды как
ну, какой-то инструмент геополитической борьбы, и то, что они появляются в Российской Федерации, то, что Россия их закупает, пишет там слово «герань», это ведь действительно результат больших договоренностей. Как вы видите вот дальнейшее вот продолжение, вот это разделение, да, вот на антизападный мир, западный мир? Вы вспомнили о протестах в Иране, но я вспомнил, собственно, как такие официальные лица Соединенных Штатов Америки, отвечая на вопросы журналистов, говорили, что ну вот мы поддерживаем эти протесты. Соответственно, ну, это же конфронтация, это же горячая фаза, когда Запад поддерживает протесты в незападных странах, и, соответственно, мир раскалывается. Или это я предвосхищаю события? Ну, смотрите, здесь все достаточно, на самом деле, просто. Ну, во-первых, я хочу начать с того, я думаю, нашим зрителям, ну, мне важно донести этот месседж, опять же, пусть наши зрители сами решают за себя, конечно, никакого разделения на западный и антизападный мир нет. То есть это миф, это журналистский такой, как бы, такая история. Конечно, люди, пусть, если людям легче так мыслить, они могут разделять у себя в голове на два таких больших лагеря, но я должен предупредить, что это упрощение общей картинки мира. То есть, потому что реально нет двух лагерей, нельзя, то есть как Запад нельзя свести к единому пониманию Запада. Да, вот что такое Запад? Да, как сегодня очень сложно это сказать. Даже, например, одни Соединенные Штаты — это очень разная страна, в зависимости от того, да, на какой политическую группу, политический лагерь или идеологический вы посмотрите. То же самое антизапад или не Запад скорее, потому что антизапад — это тоже такое понятие, значит, не Запад, да, то есть не западные страны, как сегодня принято называть, то есть это страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Южной, Юго-Восточной Азии. Они все очень разные, и они еще менее солидарны между собой, чем страны, которые мы называем коллективным Западом. И поэтому, когда, например, Владимир Путин там и в России вот очень много говорят, что вот антизападный мир, западный, это все красивая история, которую, конечно, то есть это wishful thinking. Да, как ну, то есть на английском языке, да, это то, что вот выдать желаемое за действительное на самом деле. Конечно, России хотелось бы, чтобы существовал антизападный альянс, но его нет. И именно это одна из причин, почему у России нет полноценных союзников, и как бы, ну, никто не выступает единым фронтом против Запада, вот сейчас, например, да, на территории Украины. Вот, поэтому это первый момент. Второе, значит, по поводу всех этих, по поводу всех этих разделений, историй. Смотрите, ну, в принципе, все логично. То есть Иран, Исламская Республика Иран, вообще Иран как один из ключевых региональных игроков на Ближнем Востоке. Иран одна из стран, которая претендует на региональное лидерство, и с этим не согласны многие страны в самом регионе и их партнеры на Западе. Понятное дело, что идеальным для стран Запада разрешением иранской, так сказать, проблемы, в кавычках, это смена власти в результате народного восстания и установление там прозападного, демократичного, полудемократического, недемократического. Честно говоря, мне кажется, здесь не принципиально. То есть я сейчас отметаю все вот это вот пафос и вот этот вот всякий красивые слова, которые звучат на Западе. Я думаю, им не принципиально, насколько демократичным должен быть и либеральным новый политический режим. Главное, чтобы он был прозападным, чтобы он был другим, то есть не просто другим. То есть, потому что нынешняя политическая система в Иране, она родилась и была, по сути, создана на антизападном нарративе. И корнями своими уходит в антизападничество, которое родилось в Иране в середине 20 века. Я об этом могу рассказать, но думаю, если надо будет, потому что здесь я не хочу углубляться очень сильно. Но в целом, конечно, для стран Запада было бы предпочтительно, чтобы в результате протестов в Иране нынешняя власть была свергнута или переформатирована, или там просто наступил хаос, хотя это, конечно, худший вариант из тех, потому что хаос, он слишком непредсказуемый, и непонятно, какие издержки из-за этого, вследствие этого могут возникнуть, в том числе для региональных партнеров. Потому что
хаос в Иране, анархия, гражданская война. Это, с одной стороны, это нейтрализует вот эту угрозу Иран, Исламской Республики, которую видят некоторые страны, в том числе на Западе, их партнеры, такие как Израиль или Саудовская Аравия. С другой стороны, возникновение гражданской войны, вспышка гражданской войны, она может повлечь за собой, потянуть за собой серьезнейшие проблемы в области безопасности для соседних стран. А это касается всего Ближнего Востока. Как когда-то одна Сирия, война в Сирии, она по сути привела к переформатированию всего региона и дестабилизировала весь регион. Поэтому, то есть, я так понимаю, что страны Запада сейчас надеются на то, что эти протесты как минимум приведут к переформатированию системы, может быть, к усилению внутри Ирана тех групп более либерально-реформаторских, то есть более прозападных, менее консервативных, либо как план максимум они приведут к свержению этой власти. Но я так понимаю, что ни у кого нету, ну и у меня в том числе, как у одного из тех, кто анализирует эти процессы, нет никакой гарантии, что это произойдет. Никто не знает, чем закончится эта ситуация. Протесты все еще в динамике, они продолжаются. Они, конечно, уже немножко локализовались на периферии, то есть в регионах в основном. И плюс крупные города — это Тегеран, где просто продолжают протестовать студенты в основном. Но никто не знает, чем это все закончится, поэтому реакция стран Запада, она достаточно... Я бы сказал, она ограничена. То есть, да, они все сказали, что мы поддерживаем протесты, естественно, но они не могли по-другому, иначе они бы рисковали бы разорвать отношения с политэмиграцией иранской, которая живет в Европе и Штатах. Но дальше публичных заяв, никаких действий они пока что не предпринимают. Да, Илья, вот я бы хотел вот здесь акцентировать немного на другом. Пока мы не ушли дальше, не перешли на Китай, на съезд КПК и вот влияние на войну в Украине от этого съезда, слова Си, я бы вот хотел вот это антизападное, чтобы ну вот вы сравнили то, что глубоко в недрах, ну уже практически исторических недрах, зародилось в Иране, в России это ну вот, как бы похожая ситуация, если проводить параллели антизападного движения Ирана вот, середины прошлого века и то, что сейчас, ну, собственно, генерирует Путин. Немножко разные, потому что история возникновения антизападных настроений, она разная. В России, как мне кажется, вот то, что мы называем антизападным настроением, это результат, с одной стороны, травмы от 90-х, на которой активно манипулируют и манипулировали российские власти при Путине. Особенно в последние лет 10, по крайней мере, ну вот последние лет 10 я часто слышал вот эту, типа, ну, такие как бы фразы, которые должны были создали картинку, что 90-е это были некие годы унижения для России, а после годов унижения мы встаем с колен, ну вот в таком ключе. То есть действительно России жилось сложно в 90-е, тут как бы ну, сложно спорить, но с другой стороны я бы не сказал, то есть понятно, многое про 90-е было, конечно, придумано. Например, там то, что в принципе либеральные правительства 90-х в России, они теперь ассоциируются с тем, что это чуть ли там не враги просто управляли Россией или Америка управляла Россией. Это, конечно, все выдумка. Ну, то есть можно сказать, что в России вот это антизападничество, оно моложе, чем в Иране, намного. То есть это оно возникло в такой агрессивной форме только, ну, условно недавно. Это на самом деле история 15 лет всего лишь, когда просто взяли некоторые истории, якобы проигрышные для России. Вот взяли проигрыш в холодной войне, потом 90-е годы, ну и плюс это все как бы добавили туда, так сказать, специй всяких, значит, историй, выкрученных в свою, то есть освещенных только с одной стороны, типа арабская весна, протесты в России в 2012 году. И все это смешали, и получился такой вот бульон антизападных настроений, который во многом был, то есть считайте, 50% всего этого, это уже было искусственно сварено к тому, что было. В Иране немножко по-другому. В Иране корни антизападных настроений, они достигают еще 19 века, еще первых несправедливых договоренностей, которые навязывали Ирану западные страны, в основном Британия, которая
фактически управляла иранской экономикой, имела сумасшедшие просто космические концессии на, по сути, все что угодно, начиная от нефтяной отрасли, заканчивая табачной продукцией. Кстати, первые в истории современного Ирана протесты вот такого характера, они как раз были в второй половине XIX века по поводу табачной концессии, которую иранские тогдашние власти предоставили британцам. И в результате этих протестов эта концессия была отменена. И это, по сути, считается первым таким вот серьезным протестом именно такого антизападного, четко националистического характера, то есть когда антиколониальное, по сути, выступление. И вот этот антиколониализм, вот эта травма, которую реально пережил Иран, кстати, похожая на травму китайцев тоже в 19 веке. То есть вот здесь Китай и Иран больше похожи, честно говоря, чем Иран с Россией, потому что действительно Иран пережил годы, ну то есть не годы даже, а реально десятилетия достаточно сложные. И вот эта вся, то есть и в принципе они, вот эта травма, с одной стороны, от колониальных времен, а тут же речь идет об империи, которая стала колонией, то есть у России все-таки такого не было. То есть Россия не, Российская империя и потом Советский Союз, они не были колонией ничьей. То есть не было такого, как у Ирана, когда была величайшая, одна из величайших империй цивилизаций, и ее по сути сузили до полуколонии, которая не могла даже самостоятельно решать, что ей продавать, а что не продавать, и с кем заключать соглашение, с кем нет. Поэтому в Иране корни антизападничества, они глубже. Кроме того, в Иране нынешний ислам, вообще вот исламская революция 79 года, если вот кто-то из наших зрителей, вот если вы хотите больше углубиться в историю, ну не в историю, как бы вы можете всегда почитать в интернете, но если вы хотите реально понять феномен, вот почему именно так произошло, почему именно духовенство, почему именно исламская революция, хотя в ней принимали участие очень разные люди. Корни этого лежат по сути, в гибели двух попыток установить демократию в Иране. То есть реально в Иране, в истории современного Ирана было две попытки реальной демократизации. Первое — это когда произошла в начале 20 века конституционная революция, когда конституционалисты свергли старую каджарскую династию, которая уже в прямом и переносном смысле разваливалась, но у них ничего не получилось. У них не получилось установить какую-то вот многопартийную либерально-демократическую систему в Иране по принципу, они вдохновлялись европейцами в этом плане. И, опять же, под влиянием Запада, британцев в частности, власть захватил Реза Пехлеви, который, собственно, нам уже отец шаха Мухаммеда Резы, последнего, которого изгнали в 1979 году. И вторая попытка была в 1953 году, когда националистический премьер-министр Мухаммед Мусаддык почти создал в Иране конституционную монархию. То есть вот он национализировал нефтяную отрасль, но его свергли в результате госпереворота, организованного ЦРУ и британскими спецслужбами. Вот это не я придумываю, это уже факт исторический, и все архивы были опубликованы в 2013 году. Это я говорю, потому что часто люди не понимают, и те, кто не в теме, начинают мне говорить, что я что-то придумываю. Но это вот реальная история. Если вот почитайте о ней, это по сути, вот 53 год, это корень, вот по сути всех проблем, которые легли в основу, в идеологическую основу Исламской Республики Иран. Вот это паранойя антизападная, вот это абсолютное недоверие к всему, не любовь к вестернизации, недоверие к Западу, из-за которого они долго не могли никакие соглашения подписывать. Я думаю, вот это все лежит в 1953 году, потом и плюс из-за того, что при шахе была подавлена практически любая оппозиция, либерально-демократическая, левые, коммунисты, марксисты, их всех как бы репрессировали или изгнали. Осталось только духовенство, которое, собственно, и сыграло ключевую роль в 1979 году, ну, потому что, собственно, вот они были самой мобильной, крупной и влиятельной группой в Иране на тот момент. Поэтому, ну, то есть между Ираном и Россией есть разница. В Иране антизападные настроения, они более системные, они глубже укоренились в обществе. Даже те люди, которые, например, хотят вот, вестернизировать Иран, да, сделать его более открытым,
это не значит, что они все любят Запад или хотят, чтобы Иран был прозападным, или, например, хотят там установления нормальных отношений с Израилем. Да, то есть это очень разные вопросы для них. То есть для них они, например, могут там не любить свою власть и говорить, что вот они там неэффективные, они там архаичные, они коррумпированы, но при этом они все равно достаточно националистичны и очень принципиальны в вопросах национального суверенитета. То есть вот это то, что нужно понимать. В России все-таки я считаю, что вот эта идеология антизападничества, она, ну, она не такая глубокая, и вот я считаю, что половина ее, если не больше, это просто результат многолетних манипуляций властями, ну, додумываний каких-то там, ну, вещей, конечно, которые наслаивались на разные события, начиная от чеченских войн, заканчивая там протестами и арабской весной, но тем не менее. Да, очень интересно, потому что вот здесь нужно понять, мы в начале пути или, собственно, в России все очень может быстро поменяться, исходя из того, что вот многие проводят параллели, что Иран и Израиль это как вот Россия и Украина. Нет. Ну, это не совсем, ну как, ну, понимаете, опять же, это такая вот, я знаю, у нас любят проводить аналогии, я всегда против них, я враг аналогий, потому что я как аналитик, я не могу их поддерживать, потому что мне все время это все вот просто режет ухо, хотя я могу, опять же, для журналистских целей может быть, но если уже сравнивать Иран и Израиль с кем-то, то ну, это скорее, ну, Иран, тут иранско-израильское противостояние, оно во многом похоже на иранско-саудовское уже, если так говорить, то есть с точки зрения вот этого духа соперничества, ну, то есть, потому что все-таки Иран и Израиль не были в одном государстве, да, это не тот вид отношений, как был между Россией и Украиной в Советском Союзе, в позднесоветское время, в 90-е годы, то есть российско-украинские отношения, они... это отношения бывшей империи и ее колонии, которые переживали взлеты и падения на самом деле, и где Украина, кстати, играла ключевую роль в формировании российских элит в разные исторические периоды, мы это знаем. В Иране, конечно, такого нет. Иран и Израиль очень мало общались между собой на самом деле, то есть контактов у них было не так-то много, и Иран в свое время занял позицию как бы пропалестинскую, то есть проарабскую, а сейчас мне кажется, что иранско-израильское противостояние, я знаю, что некоторые называют его там чуть ли не цивилизационным, я не поклонник этой теории, я считаю, что это все уже выродилось давно в чисто геополитическое, классическое региональное противостояние, где Израиль у Ирана ассоциируется с Соединенными Штатами, что это западное влияние. Так как Израиль самый главный союзник США в регионе, то для Ирана это, соответственно, самая главная цель, ну, с точки зрения, вот как сделать Соединенным Штатам больно. Вот есть у них союзник Израиль, вот он как бы наш враг. Кроме того, Израиль и это одна из, ну, это по сути единственная страна, которая имеет явно враждебные отношения по отношению к Ирану. Ну, в том плане, что Саудовская Аравия, ну, вот я бы назвал на втором месте Саудовскую Аравию, вот по уровню как бы готовности к конфронтации. Но Саудовская Аравия, она менее агрессивна по отношению к Ирану всегда была. Я имею в виду, кроме там публичной риторики, они просто понимали, что они на передовой, и они не хотели, и они, конечно, менее были склонны обострять, потому что, ну, первый же удар всегда придется по Персидскому заливу, по Саудовской Аравии, Эмиратам и так далее. Израиль в этом плане имел более широкое поле для маневра за счет своей географической удаленности, поэтому Иран, ну, собственно, был вынужден и это сделал, то есть создал сетку своих прокси в странах, соседствующих с Израилем. Да, Хезболла в Ливане, проиранские формирования в Сирии, Хамас и исламский джихад в Палестине, которые тоже имеют связи с Ираном и так далее. То есть я бы сказал, что между Ираном, что противостояние Ирана и Израиля это классический прокси-конфликт регионального характера, и который является частью противостояния Ирана и США в более как бы широком таком масштабе. А конфликт России и Украины это больше это исторический конфликт в каком-то смысле, исторический, идеологический, политический чисто, который корнями уходит в нашу общую историю, там, в столетия
назад. Да? То есть у Ирана и Израиля такого уровня взаимоотношения, взаимодействия не было, конечно, ну, даже близко. Илья, съезд КПК. Есть уже разные версии, какие-то теории о том, что вот Си переизберут. Все послушали речь открытия 20-го съезда от Си Цзиньпина, и он, собственно, ну, сказал многое из того, что поклонники разных версий, что будет происходить дальше, хотели бы услышать. Кто хотел услышать о нападении на Тайвань, услышали нападение на Тайвань. Кто хотел услышать о том, что после переизбрания Си будет активнее поддерживать Российскую Федерацию, услышали и это. Кто хотел услышать наоборот, ну и услышал наоборот. Я хочу вот какой-то здравый анализ того, что происходит в Китае от вас, буквально, ну вот, какую-то рафинированную часть услышать, потому что конспирология жуткая носится для тех людей, кто задумывается о влиянии геополитики на российско-украинский конфликт. Чего ждать нам? Нет, ну я конспирологию не остановлю. Более того, я конспирологов разочарую вообще. То есть люди, которые хотят конспирологии, конечно, вы меня сейчас не слушаете, потому что я скажу сейчас очень простые вещи. Ничего нового Си Цзиньпин не сказал. Вот это как бы мое резюме. То есть я послушал, 1,5 часа длилось его и при этом, ну, прошлый раз, чтобы просто сравнить, в прошлый раз он говорил более 3 часов. То есть, как бы в этот раз он решил сократить. В принципе, я бы не сказал, что что-то прям он сказал такое из ряда вон. То есть все, что мы слышали в предыдущие годы, вот все было то же самое и про фактический раздел мира на биполярный, то есть про готовность Китая занять одну из ведущих ролей в мировом порядке, и про Тайвань, про то, что, конечно же, они не исключают применение военной силы против Тайваня, но они как бы никогда не исключали, это записано в их доктрине. Ну, то есть и про модернизацию, и про путь Китая к социализму, который должен закончиться в 2035 году. И, ну, то есть, в принципе, я ничего нового не услышал. Я вынес из этого две вещи важные для нас, для Украины. Первая вещь. Китай еще раз повторил свое предложение, а это предложение миру, ну и Штатам в первую очередь, о том, что мир будет биполярным, должен быть биполярным на самом верху, то есть это Штаты, Китай, которые будут определять развитие международных отношений и контуры нового мирового порядка. Ниже должны быть разные, ну, должна быть такая больше многополюсная структура, где разные гибкие ситуативные региональные партнерства между собой, они уже определяют, то есть они уже в динамике определяют развитие отдельных регионов, оглядываясь, конечно же, на динамику взаимоотношений США и Китая. Я бы не сказал, что Си Цзиньпин как-то вышел за рамки своего традиционного подхода к Штатам, то есть это попытка балансировать эскалацию с сотрудничеством. То есть, в принципе, то есть его речь, она по отношению к Штатам, она не звучала острее, чем там раньше. Из чего я делаю вывод, что все-таки, ну, какая-то эскалация там полным ходом, ну, ее вряд ли она произойдет, разве что если не будет обострения именно по поводу Тайваня, как это было после визита Нэнси Пелоси. И второй момент, который мне кажется важным, России здесь нет. Вот во всех схемах Китая России нет, и я должен сказать, ее нет не потому, что Си Цзиньпин там не назвал Россию Россией или еще там, ее нет, потому что Китай никогда не рассматривал Россию как третий полюс в этом вот глобальном биполярном мире. То есть то, что политика, идеологическая концепция Си Цзиньпиня, которая называется построение социализма в Китае, построение социализма с китайской спецификой в новую эпоху, вот это как бы то, что он начал в 2013 году. То есть под новой эпохой понимается период возрождения Китая, то есть вставания Китая с колен, так сказать, и которая как бы должна как раз закончиться к 2035 году. В этой концепции Россия не предполагается как третий глобальный полюс влияния. То есть, как всегда, и как я об этом говорил много раз, что Китай рассматривает Россию как
Ну, в лучшем случае региональный полюс влияния и младший партнер, если они захотят, там, против США или каких-то других соперников, то есть который балансирует систему, а не наоборот. И в этой речи, опять же, ну, мне кажется, что председатель КНР это подчеркнул опять в очередной раз, что место в новом мировом порядке есть для США и Китая. Все. То есть все остальное, и Россия тоже. Все остальные, они играют типа на низшем уровне, вот с точки зрения Пекина, включая Россию. И ну, то есть понятно, что для Москвы это сложно принять, потому что они изначально себя видели все-таки как равноправный субъект вместе с Китаем и Штатами. Но я думаю, что после войны в Украине, ну и все остальные сами увидели, что так как Россия не может отстоять свой глобальный интерес силой оружия, или вернее не может это сделать эффективно, быстро и ну, так, чтобы не почти убить мировую экономику, то понятное дело, что им никакого места вот среди, так сказать, первых среди равных ну, не будет. Вот это как бы два вывода, которые мне кажутся важными для Украины. В остальном мне надо посмотреть на то, какое будет формальное решение о переизбрании Си Цзиньпина, получит ли он вместе с этим еще и пост генсека партии, председателя партии, потому что это два поста, которые в свое время занимал Мао Цзэдун, оба, или все-таки ему дадут только один, и кто будет в постоянном комитете ЦК КПК. То есть вот кто конкретно туда войдет. Скорее всего, это будут люди Си Цзиньпина. То есть я не думаю, что что-то там внезапно произойдет. Но интересно будет именно кто конкретно, из какого региона, какой группировки. Тут уже как бы сейчас многие китаеведы будут за этим следить. Ну, я как бы за ними слежу и буду как бы тоже смотреть со своей стороны. Это просто, возможно, поможет нам понять общий, ну, возможно, поможет понять какой-то курс внешней политики Китая на ближайшие годы там, в отношении Тайваня, там, торгово-экономических, энергетических вопросов. По поводу, я знаю, что много поднималось вопросов в связи со съездом, будет ли Китай помогать России, вот как Иран. Я должен сказать, что у Китая такая же ситуация, как и с Ираном. То есть все будет зависеть от динамики отношений Китая с Соединенными Штатами. Если будет эскалация, Китай может, но я подчеркну, может, это не обязательно произойдет, но он может использовать ситуацию в Украине в свою пользу, как в пику Штатам, то есть, например, точечно поставлять оружие России для того, чтобы таким образом затянуть, с одной стороны, войну в Украине, которую они считают войной России против Штатов, то есть это очень важный момент, с другой стороны, сделать ее сложнее. То есть затянуть, сделать сложнее, чтобы Запад еще больше ресурсов на Украину выкидывал. Они могут это сделать, такой риск существует, я его не исключаю, тем более после истории с Ираном. Но все будет зависеть именно от того, как Вашингтон отреагирует на предложение Си Цзиньпина вот вдвоем разделить, как бы по сути, мир, в том числе за счет России. Ну, это же сразу напишут в комментариях нам, что Штаты не будут признавать Пекин как второй полюс. И что дальше? Ну, это вопрос. Это вопрос, потому что, например, вот недавно была опубликована стратегия нацбезопасности США при Байдене, и как раз я почитал раздел, который касался Китая. Я бы не сказал, что он какой-то был бескомпромиссный, вот совсем. Там даже написано, было отдельные абзацы посвящены партнерству с Китаем ситуативному, то есть там подчеркивается, что Китай это системный соперник. То есть не выбраны фразы, как по России, да, что это враг там, ну, или угроза непосредственная. Ну, то есть там подчеркивается, что да, это системное соперничество, что в принципе так и есть. Ну и подчеркивается, что, конечно, в отдельных вопросах США и Китай должны сотрудничать. То есть и в Штатах, и в Китае есть элитные группы, которые считают, что им в двухсторонних отношениях для выстраивания новой мировой системы, которая будет выгодна обоим на самом деле, им нужно иметь взвешенный, сбалансированный подход. То есть это баланс эскалации с сотрудничеством. И вот, в принципе, многое будет зависеть от того, как в Китае, так и в Штатах. Если эти группы будут иметь влияние, они будут убеждать правителей следовать такому курсу, тогда я не исключаю, ну почему бы нет, собственно. Да, они могут продолжать соперничать, что они будут делать, но при этом избегать прямой конфронтации или по некоторым вопросам, например, как по России, договариваться ситуативно. Тем более, что война в Украине, она же бьет как по интересам Штатов, так и в каком-то смысле по интересам Китая.
особенно когда эта война становится там неконтролируемой. Или вот сейчас, например, вопрос, который волнует Китай, это ядерная угроза. То есть риски ядерной войны, которые связаны с войной в Украине, они же реально беспокоят всех, включая незападный мир. Именно поэтому китайцы публично, уже прямым текстом Путину на саммите в Самарканде заявили о том, что, ну, в таких, как бы, конечно, не в таких словах, как премьер-министр Индии, но тем не менее они в совместном коммюнике написали, что война очень их беспокоит и что надо это все как-то уже, ну, как-то что-то с этим делать, либо заканчивать, либо выходить на временное промежуточное перемирие и так далее. Поэтому мне кажется, что возможность американско-китайского ситуативного сотрудничества, она существует. Конечно, ну, это будет очень трудно, потому что, как я сказал, существуют такие вот группы влияния, но существуют, конечно, и ястребы и в Пекине, и в Вашингтоне, которые считают, что нет, надо прям, ну, нельзя признать, то есть если мы признаем, что мы слабые и так далее, ну, то есть понятно, что вот, то есть в каком-то смысле многое будет зависеть от вот этой еще внутренней политической борьбы между радикалами и умеренными за то, какой курс выбрать по отношению друг к другу. Я считаю, что администрация Байдена, она ведет более-менее взвешенный курс в отношении Китая. В принципе, мы же даже давайте вспомним вот этот визит Нэнси Пелоси на Тайвань, перед которым и после которого администрация Байдена делала все, чтобы как-то объяснить, что нет, там этот визит ничего не значит. Байден лично звонил Си Цзиньпину, 2 часа с ним разговаривал и объяснял, что это инициатива Пелоси, они никакого влияния на нее не имеют. Белый дом даже открестился от нее во время ее визита. То есть это серьезные вещи. Если бы они были радикалами и ястребами, они бы наоборот поддержали, может быть, Байден бы даже сам туда поехал. И, кстати, интересно, что в стратегии нацбезопасности США по Тайваню, опять же, выбраны, может быть, на словах, конечно, но выбраны абсолютно те же фразы, что и раньше. То есть они опять пишут, что политику одного Китая они не меняют, независимость Тайваня они не поддерживают. Конечно, они будут там снабжать его оружием и так далее, но в целом вот эта вот формальная, по крайней мере, рамка, то есть этот мост, он не сжигается еще полностью. Надо будет посмотреть, как изменится ситуация после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, если к власти придут республиканцы. Потому что, да, там вот больше антикитайски настроенных как бы персонажей, которые будут, будут, скорее всего, вот как вы говорите, ратовать за то, чтобы не давать Китаю возможно, ну, то есть не удовлетворять его просьбу, признать его право вот быть одним из вот этих полюсов глобального влияния. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете в контексте геополитическом, это важно. И мой финальный вопрос, он, ну, собственно, такой, знаете, скажем так, в лоб, что называется. Есть разное мнение о том, что вот выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки прямо влияют на ход боевых событий, которые сейчас разворачиваются в Украине. Одни говорят о том, что, ну, поскольку США наши партнеры, то, собственно, демократам очень нужны победы, быстрые, там какие-то впечатляющие, вот как раз-таки в предвыборный период, в этот вот, скажем так, приближающийся момент выборов. Поэтому там форсируют, идут вперед на Херсон, каким-то образом, скажем так, действуют в направлении Запорожья, вот туда, в этой стороне. Понятно, что есть какие-то действия, ну, сложно анализировать, но, в принципе, у нас это не военный эфир, который там на востоке Украины происходит. Ну, и это все, мол, как бы инициировано Соединенными Штатами Америки и демократами. Другие говорят, что, вот смотрите, приходят республиканцы, то, что, в принципе, мы затронули, и расклад может вообще поменяться, и, собственно, и Путин тоже как бы торопится с этими ударами по энергосектору Украины, тоже конкретно перед выборами, а после выборов, собственно, все, пар выпустят и пойдут на договоренности. Что скажете вы? Потому что, ну, это действительно интересно. Влияние выборов в Конгресс, предвыборки в Конгресс. С одной стороны, мы же видим, как там
кто-то в порнофильмах снимается, кто-то там чем-то трясет, ну, который пытается прийти, да, вот в Конгресс, политик от одной или другой партии. А вот магистральная линия — это использование войны в Украине в этой предвыборке. После выборов все утихнет? Ну, смотрите, я скажу так, значит, внутриполитическая повестка, она всегда влияет на внешнюю политику. Ну вот все, это аксиома в любой стране. Ну, потому что внешняя политика не существует в отрыве, там, как в вакууме каком-то, в отрыве от того, что происходит внутри страны. В Штатах это особенно ярко проявляется. Почему? Потому что, ну, скажем так, вот сейчас, вот сегодня это особенно ярко проявляется, потому что две партии основные, которые меняются между собой, они же и формируют власть, они же establishment, они стали настолько разными в своих политических, идеологических убеждениях, то есть вот эта полярность, она настолько выросла, что что вот мы все чаще уже четко видим вот эту разницу. То есть, когда меняется власть, сразу все там, некоторые вещи могут повернуться на 180 градусов. И поэтому вот в Штатах особенно вот эта связь между внутриполитическими проблемами и поведением США на международной арене, она особенно ярко видна. И ну, это правда, и что так оно и есть, тем более, что мы тоже должны понимать, что любая страна, она все равно ставит в приоритет собственные интересы в той или иной мере. В Штатах это особенно, опять же, как бы, это особенно характерно для них, особенно в нынешнюю эпоху, потому что, ну, Трамп начал, Байден продолжает курс, который, как вот это то, что называется America First, Америка прежде всего. Это, конечно, ну, было впервые озвучено Трампом, но, честно говоря, я считаю, что это началось при позднем Обаме. Вот началось не как лозунг предвыборный, а как процесс, вот объективный процесс, когда Штаты поняли, что они не могут вынести на себе, на своей спине всю эту мировую архитектуру, и им надо заниматься внутренними делами, им надо реиндустриализировать Америку, им надо переобъединить американское общество, им надо поставить Штаты на новый технологический уклад. Вот это все вошло в концепцию America First. Просто Трамп это уже был такой яркий носитель этой агрессивной формы этого концепта, но Байден ее продолжает на самом деле. Поэтому, да, конечно, внутренняя политика, она очень сильно влияет на внешнеполитический расклад, на то, как мыслят в Вашингтоне и как они будут подходить к тому или иному вопросу. И, ну, я, конечно, не сторонник там вот это вот утверждать, что или спекулировать вот на этой теме, что наше контрнаступление, это вот Штаты буквально чуть ли не знаю, нам план разрисовали. Здесь я просто скажу так, что, конечно, наши интересы, которые связаны с тем, что нам нужно отвоевать больше территорий, совпали с интересами Штатов, что им нужны победы. Конечно, им нужны победы, потому что Байден будет это продавать на выборах. Хотя, кстати, я должен сказать, не надо переоценивать этот фактор, потому что Украина в целом занимает не более, по моим оценкам, не более 10% информационного пространства в Соединенных Штатах, как и многие другие вопросы внешней политики. То есть, если посмотреть на их, я делаю обзоры каждую неделю по западной прессе, если посмотреть на их повестку, она, конечно, Украина там всегда есть, она всегда присутствует, но я бы не сказал, что это какой-то ключевой вопрос. Тем более в предвыборной кампании его очень редко используют. В основном потому, что стараются просто избегать этого момента. И в основном потому, что есть куча других вопросов, на которых кандидаты могут гораздо успешнее капитализироваться. Инфляция, безработица, вопросы там, экономики, курса доллара, промышленности и так далее. Ну, просто куча вещей, которые как раз очень хорошо заходят. Вот сейчас, например, республиканцы, они играют на двух ключевых, ну, на этой неделе на двух вопросах. Это первое, это рост преступности в ряде крупных городов, и они бьют по демократам за это, и демократы пока не могут ответить. И второй вопрос связан с инфляцией, то есть это рост цен на бензин, на все остальное. Поэтому
Украина, конечно, присутствует, но не так, как нам хотелось бы, и далеко там не в первых местах. Но понятное дело, что администрации Байдена, конечно, было бы приятно, если бы украинская армия демонстрировала и дальше успехи, они бы это у себя продавали, нам это тоже выгодно. То есть здесь просто идет совпадение интересов, а не то, что нам там звонят каждый день и говорят, вот давайте вы наступите на Херсон, потому что мы так хотим, а не потому что мы тоже, а то, что мы так не хотим или что. Ну, то есть это вот, то есть здесь просто чисто результат, продукт сотрудничества. Но для нас, конечно, для нас и для всего мира, конечно, то, что Штаты очень зависимы от электоральных циклов, это скорее минус, потому что слишком непредсказуемо. То есть нельзя в полной мере полагаться на американский истеблишмент, потому что мы не знаем, что будет после выборов. То есть если раньше, вот когда полярность между партиями была все-таки меньше, можно было, то есть были периоды, когда там, в принципе, Соединенные Штаты не находились в такой предвыборной горячке, и можно было как-то прогнозировать их поведение, с ними разговаривать. Сейчас, по сути, ну, вот получается, когда в 21 году инаугурация Байдена, и ну вот прошло вроде как время, но такое впечатление, что до сих пор мы живем в каком-то предвыборном периоде в самих Штатах. То есть они постоянно вот в такой постоянной атмосфере внутренней борьбы, незавершенности чего-то. И постоянно вот Трамп, Байден, там какие-то внутренние вот эти споры. И сейчас вот промежуточные выборы, и вроде как можно сказать, что сейчас пройдут выборы и все закончится, но потом же меньше чем через 2 года опять выборы президента. То есть это такая, ну это интересная ситуация, которая показывает, что зависимость Соединенных Штатов от внутренних электоральных циклов, она стала настолько великой, настолько большой, что это делает Соединенные Штаты то, что я бы назвал необязательной страной, когда они не могут ничего гарантировать, ну, 100%. Это как с иранской ядерной сделкой, да, то есть которую никак не могут подписать и не подпишут, скорее всего. Почему? Потому что Штаты не могут гарантировать, администрация Байдена не может ничего гарантировать. То есть где гарантия, что они не подпишут ее, а через там 2 месяца республиканцы заставят Байдена опять из нее выйти. То есть очень сложно выстраивать предсказуемые отношения в этом плане. Ну, я думаю, что, ну, это такой один негативный момент, связанный с этим, но в целом, мне кажется, у всех стран так или иначе внутренняя политика, она часто становится в приоритет. И очень редко, когда ну, средняя бюрократия, когда истеблишмент, он способен сопротивляться и четко разделять там государственные интересы и там политические интересы отдельных групп, но чаще всего происходит наоборот. То есть это просто для такого нужны очень сильные институции. В Штатах они есть. За счет чего, я думаю, вот этот двухпартийный консенсус по Украине, он сохраняется и достаточно эффективно. Илья, а Маск промо-компанию просто провел по поводу своих старлинков и пропиарил их в очередной раз и на весь мир за счет Украины, конфликта и вот это вот стратегических твитов в своем аккаунте? Или там стоит нечто большее? Да кто его знает? Маск он сам по себе, и он всегда что говорит и делает, как бы не знаю, что у него в голове на самом деле. Но я не исключаю, что это могла быть в том числе игра в пользу республиканской партии. Тем более на фоне его конфликтов с демократическим истеблишментом, которые обострились после его попытки купить Твиттер. То есть я не исключаю, что он в последнее время все больше дрейфует в сторону республиканцев, и, может быть, даже он надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и таким образом это способствует его, в том числе тому, что от него отстанут по поводу его бизнеса, по поводу вот этой сделки с Твиттером и так далее. То есть, ну тут я склоняюсь, конечно, к вот этой политической версии, потому что все-таки очень, как это говорят, технологично выглядит все это. Вот. Но
кто знает, я же говорю, Илон Маск это один из тех людей, которые могут себе позволить говорить все что угодно в любой момент, даже от себятину какую-то, и, ну, то есть не обязательно это должно быть кем-то там сдирижировано. Вот. Но я все-таки, я же говорю, я все-таки, это так вот, вот как раз для любителей конспирологии, я думаю, ну это не конспирология в принципе, то есть опять же Илон Маск имеет тесные связи с многими могущественными людьми в Соединенных Штатах, и я все-таки склоняюсь к тому, что он вот таким образом играет, в том числе на республиканцев. Илья Кусан был моим собеседником. Илья, спасибо вам большое за этот разговор. Друзья, благодарю вас за просмотр этого видео. Напишите, что вы думаете по поводу вышеуслышанного. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите себя, сейчас это очень важно. Увидимся обязательно. До скорого.